Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут, когда компания Xiaomi представит долгожданный фитнес-браслет под названием Xiaomi Band 7. Однозначно, практически каждое поколение народного браслета Xiaomi Mi Band становилось хитом на рынке. На данный момент актуальный браслет, как мы знаем, является Mi Band 6. Когда его представили на рынок, он автоматически стал очень востребованным. И это неудивительно, ведь он предлагает очень много интересных решений за недорого, что немаловажно. Всего лишь за 2 месяца продажи превысили отметку в 3 миллиона штук. Этой статистикой продаж поделился Цзэн Цюйджун, а это, напоминаю, вице-президент Xiaomi Group и президент мобильного подразделения компании. Но когда выйдет продолжение? Первые подробности о Band 7 совсем недавно мы получили из фирменного приложения Amazfit, а именно Zip. В базе Zip устройство называется Xiaomi Smart Band 7. Ему соответствует пара каталожных номеров M2129B1 и M2130B1. А уже сегодня он был замечен сразу на нескольких сайтах сертификации. Это однозначно хорошая новость, ведь все это нам говорит о скором выходе его на международный рынок. Из свежих данных мы получили подробную информацию о емкости аккумулятора Band 7, а также практически все технические характеристики его. И они, честно говоря, удивляют. Данные в интернете были на днях опубликованы благодаря телекоммуникационному сайту Индонезии. Итак, основные фишки браслета — это аккумуляторная батарея емкостью 250 мАч, то есть в 2 раза больше, чем у предыдущего поколения, экран большего размера с поддержкой функции всегда включенного экрана, наличие встроенного GPS, также функция умного будильника Smart Alarm и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал из 90-х, поехали! Я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики очень регулярно. И там вы будете получать большую информацию и всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. То есть вы должны понимать, что другого выхода у меня нет. Прошу вас подписаться на Яндекс.Дзен. Первое, что хочется отметить, новый браслет от компании Xiaomi имеет один и тот же модельный номер, а именно M2129B1 в базе данных регуляторов Бельгии и Индонезии. Почему разные данные в разных регуляторах, с этим вопросом стоит разобраться. Но на данный момент по поводу этой информации данных практически нет. Регуляторы Бельгии и Индонезии подтверждают, что будущий фитнес-браслет будет работать от батареи емкостью целых 250 мАч. А это, замечу, намного больше, чем у браслета Xiaomi Mi Band 6. Там нам производитель предложил всего 125 мАч. А это в среднем показатель 5-6 дней работы. Но вы должны понимать, что браслет Mi Band 6 тратит аккумулятор на мониторинг сна, подсчет частоты пульса, контроля стресса, мониторинга качества дыхания во сне и так далее. Следовательно, Xiaomi Mi Band 6 имеет вдвое меньшую емкость аккумулятора. Xiaomi Band 7 будет работать намного больше от одного заряда и предложит нам длительное время работы, практически в 2 раза. Теперь о экране. XDA говорит нам о том, что Band 7 получит дисплей большего размера, чем его предшественник. Разрешение составит 192 на 490 пикселей. Это намного больше, чем у Mi Band 6, 152 на 486 пикселей. Следовательно, мы получим экран, который немного увеличится в размерах, но не более того. Также это не значит, что плотность пикселей возрастет.
Также, что немаловажно, Band 7 будет поддерживать функцию всегда включенного экрана Always On Display. Напоминаю, данная функция отображает уведомления и время. Для ознакомления с информацией можно не поднимать запястье. Экран всегда будет светиться, и вы увидите необходимую информацию. Также браслет предложит большой набор облачных, что немаловажно, циферблатов. Однако самой важной особенностью браслета является наличие встроенного, конечно же, GPS. Этого ждали миллионы людей. Важнейший плюс трекера в браслете в том, что удастся проложить маршрут, записать маршрут, рассчитать скорость передвижения между точками, рассчитать расход калорий и частоту сердечного пульса, прогнозировать рельеф местности. Также часы с определением местоположения популярны среди туристов и любителей походов. Это позволит прокладывать новые тропы, отмечать интересные места или следовать ранее установленному маршруту, используя навигационные возможности браслета. То есть очень много фишек. Также, что немаловажно, фитнес-браслет будет иметь функцию умного будильника Smart Alarm для комфортного пробуждения. Она позволяет отслеживать циклы сна и будить в самое подходящее для этого время, а также она проанализирует структуру вашего сна, определит его фазы и разбудит вас тогда, когда для этого наступит самое подходящее время. Встроенные сенсоры помогают программе фиксировать состояние человека, чтобы определить глубину и длительность вашего сна. Напоминаю, функция появилась в первом Mi Band, но из-за многочисленных проблем, жалоб пользователей в последующих версиях браслета ее убрали. А сейчас умы компании Xiaomi посидели, подумали и решили, что Smart Alarm нужная вещь, и полностью улучшили ее. И переработали механизм определения сна. То есть она будет работать действительно на хорошем уровне. Интересно, что по данным источника Band 7 будет работать под управлением ZipOS. С чем это связано, на данный момент информации нет. Почему все-таки они перешли на ZipOS? Единственное, могу отметить, что переход обеспечит сниженный расход электроэнергии. Существенный прирост энергоэффективности ОС обусловлен снижением требований к аппаратному обеспечению. Потребление электричества уменьшено примерно на 2/3, а также имеется высокая степень защищенности. Гарантирована надежная защита личных данных пользователя, а также режим энергосбережения нового фитнес-браслета может продлить срок службы батареи. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Xiaomi Band 7 это действительно очень и очень хорошее продолжение линейки. Самое главное, что мы тут получим GPS-модуль, то есть отслеживать ваши передвижения и так далее. Почему это так важно? Потому что в смарт-браслете это нужная вещь. То есть вам не нужно надевать смарт-часы большие такие. Вы надели браслетик и на пробежку. Потом пришли домой, посмотрели ваш маршрут и так далее, что очень и очень удобно. Почему люди покупают именно смарт-браслеты? Потому что они компактные. Вам не нужно надевать на руку большой гаджет. Вы взяли браслет, можно сказать, миниатюрный, тоненький и пошли. Почему компания не идет на такой шаг, чтобы увеличить экран, не знаю, намного больше? Потому что это уже не будет смарт-браслет, а будет смарт-часы. То есть этот шаг действительно оттолкнет многих фанатов от покупки данного браслета. Вторая фишка данного браслета — это, конечно же, аккумуляторная батарея, потому что Mi Band 6 был, ну, такой посредственный браслет. Садился он у некоторых людей, я знаю, даже за 4 дня. Это не показатели браслета. 4 дня иногда могут выдержать мои смарт-часы Samsung Active 2 на 44 мм. То есть вы должны понимать, что браслет должен прожить, ну, как минимум вдвое больше. На что и пошел производитель. То есть увеличил аккумуляторную батарею в 2 раза. Вот такие дела. Ждем браслетный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.